Вернуться в прошлое, когда завесы еще не существовало. Если, конечно, не считать за вариант тот сценарий, при котором мы остаемся здесь навсегда. Нужно разыскать Фалктру и вернуть ей артефакт ее расы. Ой. Нет, стоп. Я хоть и последняя эльфийка в Архее, но скоро нас станет больше. Стоп! Итак, что мы имеем? Встреча с освободившимся отцом, предложение GDH телепортироваться во времени до появления заражения, мой отказ от этого предложения, ибо изменение времени — это буквально временные парадоксы, а самое главное — смерть Невера. Да, друзья, предыдущая серия сильная, правда, сильная настолько, что подобного мне больше не хочется. Покойся с миром, пташка. А мы готовимся к финальной битве. Всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы должны победить. Да, способ убедить отца не уничтожать Архей, ведь он все равно никогда не сможет отсюда выбраться, не увенчался успехом. Невер погиб, отец сбежал. Напомню самую главную фразу. Отец не погибнет, пока сам этого не захочет. А учитывая, что убедить его не получилось, неужели придется согласиться с GDH? Изменить ход времени так, что никакого заражения не появится. Признаться честно, это выбор, от которого мне, человеку, понимающему лор, становится страшно. Поясняю, любое изменение времени, если оно не одобрено самим временем, то есть смотрящим, приведет к временным парадоксам. А это серьезные последствия. Короче, давайте честно, очевидно, что история сердца вселенной близится к концу, поэтому не будем строить догадки. Как мы победим или не победим отца, как выберемся из запечатанного Архея, узнаем не просто скоро, а очень скоро. Как говорится, продолжаем. Напомню, Джон попросил дать ему время, чтобы он немного подумал. До сих пор не могу в это поверить. Невер ведь был первым существом в Архее, кто со мной заговорил и внес хоть немного ясности в происходящее. Именно с ним мы дольше всего разделяли безопасное пространство моего сна и... Да, я успел привязаться ко многим в Архее. К Альфреду, Беренгарию, Гимлину, остальным. Но все-таки Невер. Именно Невер был для меня ближе всех. В каком-то смысле. Я никак не могу осознать его утрату. А хуже всего чувство вины. Ведь именно мое решение привело к его гибели. Да, Джон может сколько угодно меня убеждать, что мое решение было принято в надежде помочь Архею, и оно не было таким уж глупым, и что я не несу ответственности за злодеяние отца. Но, черт, я не уверен, что когда-нибудь смогу справиться с этой страшной, всепоглощающей виной, которая гложет меня изнутри. Ладно, сейчас мне кажется, пора идти. Похороны скоро начнутся. Ох, как же жутко это звучит. Похороны Невера. Нашего Невера. Да, Лолошка. Что ж, получается, сейчас все готовятся к похоронам. Наверное, мне к ним. Эй, привет. Вы случаем не знаете, куда идти? Так, нет, здесь я не могу понять. Я не вижу ни Садыки, ни... О. Там, да? Ах, да. Действительно там. Ну что ж, давайте тогда без лишних слов просто возьмем и подойдем. Привет, Джон. Привет. Друзья, сегодня мы прощаемся с одним из последних представителей вида воронов. Ой, да. С одним из самых выдающихся представителей. Я не был с ним близко знаком, но я видел в нем невероятную душевную силу и доброту. Для многих из вас он был близким другом. Для обитателей же нашего лагеря он стал поддержкой и опорой. Он занимался земледелием со страстью.
которой можно было только позавидовать. Благодаря ему наше хозяйство разрослось быстрее, чем можно было ожидать. Мы почти перестали беспокоиться о том, сможем ли мы прокормить себя. А еще он многому научил нашу молодежь. Ой. Для многих из нас присмотр за детьми — это такая же скучная рутинная задача, как уборка хижин или сбор хвороста. Но он душу свою вкладывал в наших детей. Ой. К сожалению, мы не сможем похоронить Невера по всем правилам. Нам пришлось оставить в городе все, что когда-то нам принадлежало. Поэтому все, что мы можем предложить ему перед тем, как он отправится в последний путь, это вот простой деревянный гроб и слова прощания. Есть ли у вас последние слова, прежде чем мы окончательно попрощаемся с Невером? Да, я хотел бы начать. В общем, дружище, это самое... Я знаю, что вороны после смерти улетают высоко в небо, туда, где растет дерево Иврансиль. Дерево, от которого произошла вся жизнь в Архее. Ну, во всяком случае, вам, воронам, так кажется. Ой. Я знаю, что на ветках этого дерева растут прекрасные сладкие плоды, и что там ты сейчас встретишься со своей семьей. Но мы тут будем, если что, скучать по тебе. Правда. Как же мы тут без тебя-то, Невер? Ой. И прощаемся-то мы, получается, навсегда. Потому что кто же меня, дворфа, на дерево-то ваше возьмет после смерти? Меня будут ждать в самой глубокой шахте, в самых глубинах Архея. Мои батька, матушка, боевые товарищи. Все, кроме тебя, дружище. Да, черт. Ай, ладно, что такое? В общем, я закончил. Продолжайте. Я тоже, короче, скажу, да? Ты хороший мужик был, да. Боевой товарищ, что надо. Вот все. Бывай. Покойся с миром, Невер. Я всегда восхищался твоей внутренней силой. Ложка? Нет. Знаете, а я бы тоже хотел сказать. Хотя, чего уж тут скажешь-то, да? Как-то вот, что не скажи, как будто все и незачем это говорить-то. Толку-то. Ай. Не вернуть нашего дорогого Невера уже. Ох, не вернуть. Любим мы тебя все очень, дружище, правда? И будем помнить всегда. Невер был самый добрый. Ну, что вы? Ребятишки, вы слышали, что Гимлин сказал? Невер сейчас со своей семьей в безопасности. Ну что вы, идите сюда. Ну, что же? Кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать? Ну, так, тогда давайте прощаться. А то я вижу, уже слишком тяжело становится. Да, начинаем. Подождите. Вот. Невер, я буду ухаживать за твоими растениями. Каждый день. Честное слово. Что ж. Ах. Да. Ну, блин, начало у этой серии, ребята. Ой, что-то мне прям не по себе даже немного. Я так понимаю, прямо сейчас мне либо нужно с кем-то что-то... Просто все еще не укладывается. Мы действительно похоронили Невера. Похоронили. Такая гнетущая атмосфера в лагере. Всем нужно время на то, чтобы оплакать его. Время, чтобы осознать и принять эту потерю.
Так, ладно. Эй, Лолошка, ну что, ты как? Плохо, Джон, плохо. Я до сих пор не могу перестать думать о причине его смерти. Ты же понимаешь, все из-за моего дурацкого решения. Серьезно, как я мог подумать, что отца можно просто уболтать? Я же тебе уже говорил, это не твоя вина, Лолошка. Хотя я понимаю, что не винить себя в такой ситуации сложно. Очень сложно. Уж слишком силен еще шок от потери. И горе тоже давит. Ладно уж, Лолошка. Давай, ты же понимаешь, что рано или поздно тебе нужно будет это проработать, да? Ну... Да. Я не слышу уверенности в твоем голосе. Ай, так, ладно. Давай я пока отвлеку тебя другими вещами. Может быть, ненадолго полегчает. Невозможно горевать без остановки. Так ведь можно и с ума сойти. Так что, давай обсудим один важный вопрос. Что нам с тобой теперь делать? У тебя предложение есть? Честно говоря, нет, Джон. Я пока не думал об этом. Конечно, я не удивлен. Впрочем, в этот раз у тебя действительно серьезное оправдание. Зато я думал. Эмоциональные и интеллектуальные процессы внутри меня зачастую происходят одновременно и параллельно друг другу. Для меня не проблема грустить по Неверу и в то же время обдумывать наши дальнейшие планы. Ты предложил свой план действий, мы уже попытались его осуществить, и Лолошка, я еще раз тебе повторяю, это нужно было сделать. Нет, Джон, нужно было попробовать твой вариант. Да подожди, я не закончил. К сожалению, твой план не сработал. Поэтому, вот теперь поэтому я снова предлагаю свой. Единственный оставшийся. О, ты про путешествие во времени. Снова. Джон, я же уже говорил тебе, что я... Да тихо, подожди, выслушай меня сначала, просто выслушай. Что мы можем сделать с отцом, а? Мы уже выяснили, что переубедить его нам не удастся. У него настолько протекает крыша, что никакой капремонт уже не спасает. Тут надо все здание сносить. Но убить его мы все-таки тоже не можем. Междумирка нам это весьма доходчиво объяснила. И мы все равно попытались, ты помнишь. Получается, мы буквально ничего не можем сделать. И да, я слышу, как заскрипели шестеренки в твоей голове в поисках идей. Я знаю, как сильно ты хочешь мне возразить, Лолошка. Но поверь мне, я уже сам долго размышляю над этим вопросом. Я рассмотрел все возможные варианты. И он у нас действительно остался всего лишь один. Вернуться в прошлое, когда завесы еще не существовало. Да, нам нужно покинуть Архей. Если, конечно, не считать за вариант тот сценарий, при котором мы остаемся здесь навсегда, отказываемся от нашей сущности мироходцев и целыми днями бессмысленно убиваем или развоплощаем монстров, ощущая при этом полную беспомощность перед источником проблемы, то есть главным паразитом, то есть отцом. Так что, у тебя есть какие-нибудь мысли? Черт, ну блин, если даже Джон говорит, что он много думал об этом, и это единственный вариант, то мы можем либо остаться в Архее навсегда, либо покинуть Архей тогда, когда еще завесы не существовало. Но эту завесу создал я, Лолошка! Что я могу ответить? Я согласен, давай отправимся прямо сейчас. Наверное, ты прав, Джон, но... мы должны хоть как-то помочь остальным в Архее. Мы не можем просто взять и оставить их. Я остаюсь, Джон. Я не могу их бросить. Уф, вот это выбор. Не, ну мне кажется, что он не сработает в любом случае. То есть, если даже я сейчас сюда нажму, то Джон все равно все сделает под свою дудку, и мы априори согласимся с ним. Ну, мне так кажется. Наверное, ты прав, но мы должны как-то помочь остальным в Архее. Хорошо, я понимаю тебя. Останемся еще ненадолго. Дыши. Кстати, что там происходит? Пойду-ка посмотрю. Так. Что реально происходит? Вы какие-то совсем помятые. Видела бы ты, от какой оравы монстров нам пришлось отбиваться. Так, тихо, ребятки, не болтаем. Сначала выпейте зелье. Вам хоть немножко полегчает. Ой, походу они с охоты вернулись, а там жопа полная, да, с монстрами? Спасибо тебе большое, Беренгарий. Да, спасибо. В общем, Скотт прав, Садыка. Монстров стало еще больше. К тому же, с тех пор, как отец на свободе, они стали заметно сильнее. Да, мы, конечно, зачистили территорию вокруг лагеря, но уже из последних сил. Кто
кто пойдет патрулировать через Скифос? Я ходила 3 Скифоса назад. Не уверена, что выдержу еще одну такую же битву. Гимлин ходил вместе со мной и... Если что, я могу пойти. О, Балсмак, не неси чушь. Ты тоже недавно ходил. Тебе нужно восстановиться. Да не, смотри, я уже как новенький. Ха-ха! И вообще, я всегда в бой готов. Я же не трус там какой-то, да? Да, это уже глупости какие-то, Балсмак. Тебя там сразу заразят. Да и тем более, кто пойдет с тобой, а? Можно спросить? Вон, Вален, например. Чё? А точно ли стоит Валена в это впутывать, Балсмак? Он вообще-то уже совсем пожилой. И его предыдущие раны еще не до конца затянулись. Не надо его... Ой, блин, я даже не знаю, что делать. Ой, патрульных катастрофически не хватает. Мне даже пришлось пропустить похороны Невора, чтобы их смогли провести в безопасности. Ой. Эй, Джон, ты же... Давай, чего тебе, говори уже. Так, а действительно, чего Джон-то? Ничего? Ты должен пустить всех в свой сон. Хватит твоего эгоизма. Не-не-не, сон это плохая идея, мы это уже выяснили. Я понимаю, что ты был сильно против вторжения в твое личное пространство, но... Может, пустишь жителей в свой сон? А, подожди, то есть у меня буквально нет выбора? Я-то думал, что тут будет что-то в духе, типа, защитить. Блин, ну, наверное, ничего, это так себе. Окей, может быть, пустишь жителей в свой сон? Думаешь, в том мрачном местечке будет лучше, чем здесь? Да, Джон, там безопаснее, а это главное. Теперь, когда отец на свободе, а монстры стали сильнее и агрессивнее, прошу тебя, Джон, я же знаю, что ты изменился. Ты не оставишь всех в опасности. Ах, ладно. Только вот единственное, а как мы всех туда перенесем? Нам хватит сил переместить всех выживших? Ой, Лолошка, опять ты... Мне кажется, ты забываешь, что ты один из первых. Как меня не бесит это признавать, но... Возможно, в очень редких случаях ты, конечно, даже сильнее меня. А ведь я, кстати, тоже невероятно силен. Если мы объединимся, я думаю, у нас получится. И, кстати, прекрати уже в себе сомневаться. А ты тогда прекрати быть всегда самоуверенным. Хотя... Ладно, иногда это бывает очень полезно. Вот видишь? Так, эй, ребятки, все слушайте сюда. Мы с Лолошкой собираемся вас всех переместить в безопасное место. Соберите остальных. Через половину Киафа отправляемся. Ой. Что ж, Лолошка? Реально? Минус деревья... Ух ты, нифига, сколько их. Хотя, если так подумать, то не так уж и много выживших. Ты чего, Сорван? Я хочу сказать, что это очень важное решение вы приняли. Я понимаю, что ты, Джон, не очень-то хочешь, наверное, кого-то туда пускать. Давай быстрее. Ты так спасибо пытаешься сказать. Спасибо. Так, все собрались. Посмотрите все внимательно вокруг себя. Никого не забыли ли? Все нормально. Так, ну, вроде никого не забыли, наверное. Да, все на месте. А куда мы, собственно, собираемся-то? Чем плох наш лагерь? Вот именно. Я не думаю, что в Архее можно найти место безопаснее, чем это. Опасно же сейчас везде. Но тут хотя бы у нас уже хозяйство, жилище. Да, слушайте, я уверяю вас, что есть место гораздо безопаснее. Хотя лично мне не очень хочется туда возвращаться-то. Так, в общем, доверьтесь этим юношам. Они знают, что делают. Ну ладно. Ладно. Так, ну что? О, объединиться? Погнали, как говорится. Вдвоем переместить всех и вся, это, конечно, сильная идея. О-хо! Самая масштабная магия переселения. А, мы всех вот так вот по одному, да? Блин, просто мне почему-то кажется, что сонное измерение это... Отлично. Да нет, ну не то чтобы отлично. А как, если что, они будут выбираться оттуда? Поверить не могу, что я действительно справился. Это было непросто.
Но с того момента, как Лолошка поверил в свои силы, с него как будто слетел блок. И я чувствую себя намного сильнее. Конечно, если бы мне помогал Невер, было бы чуть проще, но Невер... Я не могу сейчас раскисать. Нужно последовать за ними и помочь им обустроиться в сонном измерении. Окей. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Мне правда интересно. Сонное измерение Джона, оно же темное. О, да. Не беспокойтесь, главное, здесь правда безопасно. Вы уже здесь? Что, никак не можешь успокоить народ? Я все могу. Я работаю над этим. Хорошо, хорошо. Тогда я пока вас оставлю. У меня есть одно дело. Пока я еще здесь, надо разобраться со всеми незаконченными делами. Например, есть один предмет, который я взял на время и обещал вернуть. А именно, статуэтку совы. Нужно разыскать Фалктру и вернуть ей артефакт ее расы. Кстати, ведь и правда. Мы же обещали вернуть ее. Так, а по итогу, подожди, а как выбраться? Как, если что, отсюда уходить? Типа, этого мне никто не объяснял. Кто-то тут уже всякие фонари расставил, какой-то свет есть. Могу ли я, например, пройти сюда? Вообще я... Вау, я могу реально сюда пройти. Ну, здравствуйте. Воспоминания с отцом и сыном больше не будут, да? Я правильно... Что? Подожди. Незакрытый гештальт. Найти Фалктру, вернуть совиный артефакт, предложить Фалктре переместиться в сон. Надо платить по счетам и возвращать взятое в долг. Особенно, когда оно было взято в долг почти силой. Может быть, даже снова предложить Фалктре переместиться в сонное измерение? В знак благодарности и в качестве извинения за мое не самое вежливое поведение. Да, как бы окей, но проблема-то в итоге, а что мне делать? Как мне в итоге переместить? В этом сне нет путеводного скинта. То есть, Прокса. А я чувствую, что он здесь явно еще понадобится. Интересно, смогу ли я создать его сам? Конечно, мне уже удалось перенести сразу целую толпу выживших сюда, но... Путеводные скинты при мне появлялись только на месте сильного всплеска энергии. Эй, Джон, я считаю, мы должны попробовать. Эй. Я не уверен, что такая авантюра сейчас безопасна для нас. Последнее время мы только и делаем, что расходуем наши вспышки. Но мы же можем попросить помощи. Отличный план. Нужно вернуться к остальным. Эй, друзья, всем привет. Я рад видеть, что вы постепенно осваиваетесь в новом месте. Я понимаю, сейчас здесь не очень уютно и... Кстати, пожалуйста, постарайтесь ничего не трогать, чтобы не вызывать к жизни никакие воспоминания. Но... Ребят, я пустил вас сюда в очень личное, для одного из меня, место. И взамен я не прошу ничего. Однако, если вы хотите поблагодарить меня, помогите мне в одном деле, пожалуйста. Да? Что мы можем сделать? Друзья, во всех вас есть особая энергия скинта, но вы все об этом даже не догадываетесь. То есть, подожди, ты хочешь сказать, мы все заражены? Да нет же, не совсем. В вас есть энергия чистого, незараженного скинта. Если вы со мной ею поделитесь, вместе мы сможем создать нечто прекрасное. Я понял, о чем ты говоришь, да. Мы так если что уже делали. Невероятное чувство, должен сказать. Я такое единение тогда со всеми ощутил. Соглашайтесь, ребят. Мы должны помочь нашему спасителю. От нас не убудет. А что делать-то? Ну, давайте, получается, в кружочек встанем, а там уж я все расскажу. Да, точно, они же уже передавали энергию. Кто-то вот умеет. Вот так, молодцы. А теперь расслабьтесь и сосредоточьтесь. Но это противоположные по смыслу требования. Так, тихо. Направьте свою энергию в центр круга. Все получится, ребят. О. Так, те, кто уже пробовали, у них получается. Давайте, ребятки, давайте! Сюда! Сейчас мы вместе бахнем скинт. Ай да красавчики, ребятки. О. Я чувствую вашу силу, друзья. Спасибо большое. Я чувствую, что сейчас все получится. Так. О, да. Получилось. У нас такая штука прямо за воротами лагеря была. Да, мне нравится. Приятная, тепло от нее. Спасибо, что дал нам возможность быть полезными. Мы давно тебе хотели как-то помочь. Да вот только что мы можем-то? А то такую штуковину сотворили. О, супер.
Надо же. Я и не ожидал, что жители захотят мне помочь. Ведь жизнь в таком мире, как Архей, из многих сделала эгоистов. Видимо, новообретенная надежда растопит любые сердца. Так, ладно, все, я что-то становлюсь сентиментальным. Пора в Эвитерус. Угу. Так, получается, путеводный скин все-таки проблема решена. Вот я как раз еще и задумывался, а как? Каким образом решить проблему, если у нас скин-то нет? В итоге здесь на всякий случай попробую с кем-то поболтать. Нет, ни в коем случае, ни в коем разе, понятно. Но зато мы можем воспользоваться путеводным скинтом и... Присаживайтесь, переместиться. И нам, что? Вот как это место называется, лабиринт GDH. Так, короче, нам нужен Эвитерус, подножие, переместиться. Угу, супер. Капец, как же давненько мы сюда не ходили. И самое главное, как давно мы вообще не использовали путеводный скинт. То есть... Ой. Нет. Нет, стоп. Мне не туда, да? Мне в итоге... Это писец! Что? Нет, пожалуйста, давайте без плохих новостей. Сначала я все-таки сюда, потому что наверх забираться явно дольше. Это что, Фалхтра? Черт возьми, они что, пожирают ее? Другие совы? Нет. Обалдеть. Я прошу прощения. А ну пошли вон отсюда, чертовы твари! Нет. Черт, что же мне теперь делать? Это писец! Это явно не то, чего я ожидал от такой доброй... Ну ладно, не самой доброй, но все-таки как будто более-менее теплой серии. Когда мы всем помогаем, всех спасаем. Похоронить Фалхтру и оставить себе артефакты. Я понимаю, что это были зараженные совы. И то, что зараженные монстры для меня не новость. Черт. Ну как же жутко на такое смотреть. Фалхтра. Обалдеть. Покойся с миром, Фалхтра. Прости, что не успел. Черт. За один день я похоронил уже 2 птиц. Да. Это, конечно, просто звездец как... Это не то, чего я ожидал сейчас увидеть. Я как бы понимаю, что Фалхтра это персонаж, ну не то чтобы часто встречаемый в этом сезоне, но... Ну почему так? Почему так? За что? Так, ладно, в жопу, в задницу. Я просто... Путеводный скин. Так, и нам нужно лабиринт GDH. Переместиться. Слушай, я тебе какой раз говорю, ты отстанешь от меня или нет? Садыка, милая. Чё? Ты сейчас чё сказал? Я тебе никакая не милая. Пшел вон отсюда! Ну зачем ты так? Да потому что я уже так не могу, Балсмак. Ты несколько карасов меня преследуешь. Предлагаешь руку и сердце. Кость мне какую-то грязную пихаешь. Обещаешь вечную любовь. Но ничего из этого мне от тебя не нужно. Да, я люблю тебя безумно и все такое. Ой, знаешь, я бы тебя убила уже. Но нас и так слишком мало осталось. Ой, мне, наверное, приятно, что ты такие чувства испытываешь. Но я тебе на них ответить не могу, Балсмак. Да, но... А что если... А что если я тебя добиваться буду, а? Тебе что, кость не понравилась, да? А я что-нибудь другое придумаю. Ой, Балсмак, послушай. Я же сказала, что не хочу быть с тобой. Да ну почему? Потому что я не обязана тебе ничего объяснять. Просто прими это. Ты понял? Ну, наверное. И все-таки, Садыка... О, боже, почему в этом разговоре участвуют они, а стыдно мне? Так, ладно, все, хватит подслушивать. Надо пойти поговорить с остальными. Сказать, что я ухожу скоро. О, это скоро, это когда? Это что, уже все? Это вот-вот, это все, это финал? Эй, ребят, привет, я скоро ухожу. Сайриса! Блин, а мы ведь так давно с ней не общались. Слушай. Да, здравствуй. Как к тебе обращаться? Слушай, может быть лучше вернуться в мою исходную двойную форму? Чтобы никого не путать. Подожди, Сайриса.
Да, действительно, хорошая идея. Ну? Так лучше, красотка? Ой, лучше будет, когда вы наконец исчезнете. Что? Ты уже знаешь, что мы уходим? Да, это же очевидно. Что вам здесь еще делать? Вы уже сделали все, что могли. Благодаря вам у нас теперь есть лекарство от заражения. Ну, это в первую очередь благодаря Лолошке все-таки. Вы оба участвовали. Могли бы сразу сказать, что вы полукровки. Что? В каком плане? У вас ничего бы не получилось без эльфийской крови. Слушай, я не знаю, честно, Сайриса, но я думаю, у меня скорее несколько особенный случай. Это легко проверить. Сейчас. Что? Что? Являюсь ли я эльфом? Вообще, на самом деле, кстати, я помню, что в предыдущих сериях про печать говорилось, что ее могут снять только эльфы. Типа, я же не эльф. Так, ну ладно, взять. Зеленый эльфов взвар. Так, Джону тоже. Вот. И что в это итоге? зеленый эльфов взвар. А, я понял. И если туда добавить крови эльфа, он станет красным. Именно. Ой, мы реально проверим? Так. Ой-ой-ой. Интересно. Это Беренгари мне про вас рассказал. Он хоть и человек, но умный. И, кстати, естественно, если бы не мои предыдущие многолетние исследования, у вас бы ничего не получилось. Это точно. Да, конечно, Сайриса. Именно благодаря тебе этот мир до сих пор держится, правда. Слушайте, я хоть и последняя эльфийка в Архее, но это пока что. Что? Что, Флай, Пока что только я смогу изготавливать чарующую пыль, когда вы уйдете. Но скоро нас станет больше. что? Подожди, то есть... В смысле? Ты... Да, все верно, Джон. Я собираюсь изготавливать как можно больше пыли из своей крови, и мы постепенно начнем развоплощать Архей. Сначала понемногу, да, но мы спасем этот мир. Возможно, монстры окажутся сильнее и перебьют нас всех. А может быть, у нас все получится, но... Я уже не стану свидетельницей возрождения моего мира. Полное развоплощение может занять очень и очень много времени. И, скорее всего, не произойдет никогда, потому что отца нам не победить. В любом случае, это уже не ваша битва. Вы нас спасли и дали Архею шанс. Спасибо вам за это. Довести дело до конца – это уже наша работа. Джон, ты мне будущее Архея совсем иначе описывал. Удивительно, но у Сайрисы даже больше уверенности в себе, чем у тебя. Ей ситуация совсем не кажется безнадежной, погляди-ка. Ай. В Архее сейчас очень опасно. Но и оставаться все время здесь мы не можем. Честно говоря, здесь неуютно. Эх, вот бы можно было бы перемещаться отсюда в Архей и свободно возвращаться сюда. Как было бы здорово, если бы была какая-нибудь путеводная штука. Эй, Джон, прекращай. Рассказывай уже. Хватит красоваться перед Сайрисой. Ой, Лолошка, помолчи лучше. А ты слушай. О чем ты говоришь, Джон Дэви Харрис? Что мешает нам снова научить вас пользоваться путеводным скинтом? Да, кстати. И тогда вы сможете жить во сне, находиться в безопасности, заготавливать запасы порошка и совершать вылазки в Архей, чтобы развоплощать других существ и приводить их сюда. Вот, именно. Это ты неплохо придумал, признаю. Я все неплохо придумываю. Тем более для таких красавиц, да, Лолошка? Ладно, пойдем, Сайриса, я научу тебя пользоваться скинтом. А ты потом покажешь всем остальным. Подожди, что? А я не понял, откуда у нее Стоп! Она с Джоном? В сущности, все очень просто. Тебе нужно всего лишь почувствовать в себе энергию вспышки.
То есть искры. Найди ее в себе, Сайриса. Но я не знаю, как искать. У тебя уже получалось это ранее. Здесь процесс другой, но схожий. Прикоснись к скинту. Это поможет. Так, ладно. Но, чувствуешь его тепло? Да. Теперь тебе нужно изо всех сил сосредоточиться. Прочувствовать всю искру. С каждым разом это будет все проще. И после нужно подумать о том месте, куда ты хочешь переместиться. Там, где тоже есть путеводный скинт. Вспомни любое место, где есть такой же. Вспомнила? Да. Недалеко от моей хижины. Вот, замечательно. А теперь тебе нужно... Хотя нет, подожди. Я перемещусь туда первым делом, прослежу, чтобы не было монстров. А, да, точно, конечно. Тебе нужно будет подойти к скинту, прикоснуться к нему, сосредоточиться на энергии искры, которая течет в твоих венах, и очень четко представить себе тот кристалл скинта, к которому ты хочешь перенестись. Выстроить мысленно мост между этим скинтом и тем. Поняла? Да, я поняла. Отлично. Тогда жду тебя там. Ну-ка. Ага. О! Во дела! Как это Джон все-таки устроил, а? Теперь мне не так страшно оставлять их всех здесь. Вот оно что! Все-таки действительно... Идеально. Я в тебе и не сомневался, Сайриса. Теперь твоя задача — обучить этому всех остальных. Справишься? Естественно. Ну, отлично. Что в итоге, Лолошка? Получается, все дела здесь... завершены? Давай хоть отдохнем немного и будем думать, как именно отправимся в прошлое. Подожди, а то, что она беременна, это вообще... Откуда? Кем? Но если среди нас кровь эльфа течет не только во мне, но и в Джоне, и в Сайрисе, то... ладно, я что-то даже думать об этом не хочу. Это так странно. Джон, когда ты успел? Что ж, я думаю, вы сами понимаете, все дела закрыты. У нас больше нет ничего, что можно было бы сделать, и... Блин, даже Фалхтра, даже, блин, сова... Честно говоря, лучше бы мы к ней не телепортировались. Я не хотел бы такое видеть. Теперь, как говорится, дело рук утопающих не у утопающих, потому что утопающих больше нет. Мы им хорошенько помогли. У нас теперь есть и путеводный скин, который позволит им спасаться, и Сайриса, которая сможет объяснить, как этим всем пользоваться, потому что, как-никак, все здесь могут пользоваться на самом-то деле. Что будет дальше? Ну, как говорится, поживем увидим. Но, я уверен, следующая часть... Готовьтесь к следующей части, короче говоря. На этом мы действительно постепенно заканчиваем. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте про ваши лайки и подписки. Ну, а Джон, который успел с Сайрисой... короче, если вы здесь впервые, то можете позвать друзей, поставить лайки, позвать друзей, да, подписаться. А с вами были Лолошка, Джон и Сайриса с ребенком. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.